Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я предлагаю рассмотреть с вами такую тему, как на Земле лесов нет, но есть гигантские пни. Дело в том, что и современные исследователи обратили внимание, что на Земле практически те леса, которые мы имеем, не соответствуют тем, что мы слышали раньше в легендах. Все ссылки на материалы, как всегда, будут в описании под видео. Рекомендую перейти и изучить эту знаменитую статью «На Земле лесов нет». И те работы, которые провел Пулис Снегопада и другие исследователи, которые показывают, какое же многообразие жизни на нашей Земле было в прошлом, о чем мы получили только легенды. Как, например, легенда о мировом древе, которая, опять же, есть у всех народов мира. Но в современном мире, при всем уважении к тем деревьям, которые растут, они, конечно, на этот образ не тянут, потому что в легендах описываются деревья, которые просто пронзают весь мир, вплоть до верхних слоев атмосферы, соединяют мир богов, мир людей, подземные миры. Сейчас же этого нет, то есть остались только какие-то остатки. Вот я предлагаю их найти, хотя бы те остатки чудесных деревьев, которые были на Земле, рассмотреть это все, для того, чтобы мы хотя бы понимали, что было и что мы потеряли, и как вообще это, возможно ли это восстановить. Потому что даже в нашем современном мире существуют вот такие вот гигантские деревья. Например, это секвойя генерала Шермана, ей 84 метра высотой, 2200 лет считается, что она живет и продолжает расти. Ну, даже ее гигантские размеры по сравнению с обычным человеком, конечно, показывают, что это дерево может претендовать уже на прообраз мирового древа, но все равно недостаточно. Плюс в фантастических рассказах о том же Дымном боге при путешествии в подземный мир полой Земли, они рассказывают нам о деревьях, которые имеют как минимум в 4 раза большие размеры, а именно 300 метров высоты, и образуют эти гигантские леса, которые обеспечивают, опять же, возможность жить очень долго, специфическую биосферу внутри полой Земли, а когда-то они обеспечивали ее и на нашей поверхности, потому что, опять же, те же исследования, опять же, все ссылки на материалы в описании будут, переходите, знакомьтесь, они показывают, что в прошлом на нашей Земле именно давление было изначально как минимум в 10 раз больше, чем сегодня. А раз это было, то кто должен обеспечивать давление? Конечно же, биосфера, которая производит намного больше тех же газов, того же кислорода, чем мы сейчас видим на Земле, потому что давление в наше время оно постоянно падает. И чем выше давление, скорее всего, имеется в виду, есть возможность получить и гигантские растения, животных, и в том числе и гигантский рост человека. По крайней мере, того, который имеет к этому генетическую предрасположенность. Те же самые легенды прошлого говорят о том, что люди раньше тоже жили на деревьях. Теперь понятно, в каких деревьях или на каких деревьях люди жили. Примерно на таких вот. На тех легендарных деревьях, которые уходили своим ростом глубоко ввысь за облака. То есть имели высоты сотни, а может даже и тысячи метров. Ну куда же они делись? Дело в том, что мало кто знает, но сейчас существует музей окаменевших древних деревьев. Потому что, если это вопрос давно минувших дней, то, скорее всего, живое могло стать просто окаменелостями. Что мы встречаем повсеместно, есть этот музей, он находится в штате Аризона, он так и переводится, как окаменевший лес. И в этом музее видно, что внутри дерева представляет собой полудрагоценные камни. Лесные великаны превратились в драгоценные пласты, состоящие из агатов, яшмы, сердолика, оникса и аметиста. То есть перед нами остатки этих гигантских деревьев. И теперь понятно, куда они делись. Раз они росли, при окаменении они стали ценными породами, которые человек, какой бы он ни был, он начал использовать в своих целях и перерабатывать их. Потому что такая красота, она найдет свое использование, она нужна всегда. Хоть в культурных целях, хоть может даже в индустриальных. И когда мы видим этот музей,
действительно многие исследователи обращали внимание, что вот эти вот кругляшки, это даже не деревья, это остатки, мелкие такие остатки веточек от тех гигантских деревьев. Обратите внимание на фотографию слева, когда внутри сердцевина белая, а по бокам как бы идет более темный цвет. И мы видим гигантские терриконы, которые получились как раз от того, что эти деревья кто-то для начала свалил, а потом переработал, забрал все самое ценное, и в итоге образовались терриконы, холмы, где часть пород, скажем так, менее ценных была выброшена, а самое ценное забрали. То есть перед нами переработка гигантских масштабов полезных ископаемых, перед нами искусственная фактически терраформация, искусственные холмы, которые получились именно путем того, что эти гигантские деревья были переработаны. Насколько гигантские, мы с вами увидим чуть ниже и посмотрим, какой же их был возможная высота. Но это есть в тех же наших легендах. Вот легенда про Илью Муромца, а это всего-то было каких-то 1000 лет назад. Рвет стрела на пути своем дубы столетние и лес рудовой. Где только жалом кнет, там на пол версты рвет, а хвостом лизнет, там канаву прорвет. Но это я нашел, когда делал исследования по ракетным технологиям прошлых цивилизаций. И тогда же обратил ваше внимание, что лес рудовой – это не только лес рыжий какой-то там, красный. Это лес, который как раз сажали на специальных местах, который имел специальные сорта деревьев. Именно для того, чтобы в итоге с него получить эту руду. И потом использовать человечеством. Дело в том, что подобные деревья, конечно, остались. Их очень мало, может, когда-то я даже сделаю про них отдельное видео. Но факт в том, что так как их мало, то, конечно, они представляют большую ценность. Конечно, они имеют совершенно другие размеры. И лучше обычному человеку про них не знать, где они растут, иначе их просто окончательно уничтожат, да и все. Негде будет даже показать, какие же деревья должны быть и какие у них уникальные свойства. Потому что, напомню, цивилизации прошлого были биологическими. То есть они использовали то, что давала природа, и даже сами закладывали вот эти рудоносные жилы путем посадки специальных деревьев. То есть как бы корни матери природы, а то, что сверху будет в итоге наше. То есть обеспечили себя не только чистым воздухом и чистой водой, но и всеми необходимыми материалами. Ну, для примера давайте хотя бы посмотрим на содержание, то, что содержится в яблоке. А значит, это же могло содержаться и в самом дереве, только более другого типа. Это в первую очередь железо, цинк, медь, марганец, йод, калий, кальций, магний, натрий, фосфор. То есть даже современное яблоко, обычное, скажем так, оно содержит такой набор химических элементов, что если перевести в это в гигантское дерево, и плюс это дерево специфическое, например, направлено на выработку в первую очередь каких-то металлов или каких-то полудрагоценных камней, то, конечно, там объемы получаются гигантские. Не надо лезть под землю, просто срезал и перерабатывай. Все это делай на поверхности в нормальных условиях. Даже плюс еще корни останутся матери природе. Почему я это говорю? Потому что по всему миру, хоть не видно этих гигантских деревьев, но видны гигантские пни. В Мексике их называют меса и портрера, в Южной Америке тепуи, в Африке тафельберги и амба. А обширные территории, рельеф, который образуется столовыми горами, называются столовыми странами. Представьте, целые страны. Может, это были какие-то как раз священные рощи. Таковы, например, казахские плато Устюрк и Тургайское, плато Кару на юге Африки. Дело в том, что перед вами как бы знаменитая башня дьявола в США. И по ее структуре можно понять, что она как раз формировалась не путем выхода лавы из-под земли, о чем нам пытаются втюхать современные так называемые ученые, которые говорят, ну это выход лавы. Да, вот такой вот выход лавы, а то, что выход лавы идет в виде шестигранника, который повторяет фактически формулу воды H2O, то есть с одной части это кислород, и к нему присоединены два атома водорода, и с другой части то же самое. То есть перед нами фактически водный кластер. Вот эта вот сотовая структура, то есть это было создано живым существом, живым гигантским деревом.
Друзья, не могу пройти мимо грандиозной предновогодней распродажи на все товары марки Синтезит. Только до 29 декабря у них скидка до 40% на все препараты. Вы знаете, в следующем году серьезно вырастет налоговая нагрузка, и Синтезит вынужден будет поднять цены. Но сегодня можно купить не просто по старым ценам, но и с самой большой возможной скидкой. Всем рекомендую попробовать Синтезит, в том числе их уходовую косметику. И следы этих гигантских деревьев в виде пней мы находим по всему миру. И самое интересное и самое явное из них — это башня Дьявола США. Высота 285 метров. То есть, если это пень гигантского дерева, то само дерево по отношению к пню нашему современному должно быть примерно в 100 раз больше. Да, когда-то, конечно, действительно ученые установят, насколько было больше это дерево в 100 раз или в 50. Но давайте примерно возьмем хотя бы в 100 раз больше высоту от размера самого пня, для того, чтобы понимать размеры самого дерева. То есть, если это так, то само дерево было примерно 28-29 километров в высоту. То есть, вот вам и легендарные действительно деревья, которые сохраняли прообраз мирового древа. Крона их была очень высоко в облаках, а корни уходили в самую глубь матери Земли. И действительно, тогда это древо могло считаться мировым, которое объединяет всю Землю, ну и обеспечивает биосферу нашу на нашей Земле. Сейчас это, конечно, гигантский пень. Конечно, это фантастические предположения для того, чтобы такой пень срезать. А ведь он именно срезан. Нужно быть и гигантским человеком, согласитесь. Иначе бы вы срезали чуть пониже, а не так высоко. Плюс, опять же, где вся эта масса? Она, скорее всего, переработанная же, самое ценное забрали. Осталась, скажем так, малоценная порода. Или, может, здесь рос какой-то сорт дерева, который не такой уж и ценный, по крайней мере, поверхность и то, что под основанием. Иначе бы давно здесь раскопали, и здесь были бы шахты по добыче. А как раз и пуля снегопада показывала, что у подобной структуры найдены как бы корни, окаменевшие под землей. И поэтому, когда мы видим такое вот окаменевшее чудо, мы можем сказать, что это соотносится с тем пнем, только деревянным, который мы видим сейчас и в обычном лесу. То есть, подобных мест на Земле множество. Вдоль границы между штатами Аризона и Юта тоже расположен один из главных символов США – долина монументов. То есть, скорее всего, эта долина в прошлом и была этой священной рощей гигантских деревьев, но в результате катастрофы каких-то, либо просто производственная деятельность плюс катастрофа привела к тому, что остались только вот такие гигантские окаменевшие пни, а все, что ценное было, забрали, а все, что малоценное, как бы выбросили. То есть, образовалось как раз множество материала, который в итоге мог послужить и так называемой, может, глиной, которая засыпала города, местности, которые засыпали, как говорится, отходы производственной деятельности. Поэтому все может быть, это тоже нужно изучать, потому что мы не понимаем, откуда такое количество глины, песка, то есть откуда это все взялось. А может как раз от того, что эти деревья, наоборот, или выжигали их как-то специально, или же при катастрофе они были сожжены, а остались только пни. То есть для будущих поколений ученых есть множество материала, которые нужно изучать. Мы сейчас видим эти красоты, которые, конечно, показывают величие биосферы прошлого. А ведь сама наука говорит, что, по крайней мере, то, что мы видим, биосфера прошлого была, скорее всего, в 20 тысяч раз больше и мощнее, чем наша сегодняшняя. И это тогда соответствует. Тогда и понятно, куда делись 10 атмосферных давлений по отношению к нам сегодняшним. И где тогда были гигантские животные, люди и вообще огромное разнообразие жизни. По сравнению с нами сегодняшними, когда у нас сейчас уникальная ситуация, у нас техносфера начинает уже превышать массу биологической жизни на Земле. То есть мы потихоньку нас превратили в техногенную, то есть демоническую цивилизацию, которая разрушает биологические основы, а использует только демонические, то есть искусственные, мертвые. Также, когда мы видим подобные образования, то есть в той же Южной Америке, которые называются тепуи, то
на вершинах этих плоских вершинах индейцам всегда виделись дома их богов. Ну, хочу вам напомнить, что у меня есть как раз видео, в котором я рассказываю про Олимпы, вот эти округлые летающие искусственные магнитные платформы, то есть цивилизацию богов, которая живет в атмосфере Земли. Ну и вполне возможно, что именно они и занимались добычей этих полезных ископаемых для того, чтобы построить свои гигантские летающие города. Ну, а столовые горы они делали как раз для того, чтобы время от времени, может, этот город можно было где-то приземлить, как посадочная площадка. Почему нет? Индейцы это подтверждают, причем это по всему миру мы найдем. Вот самая интересная гора Рарайма. Опять же, она плоская. Как такое могло получиться с геологической точки зрения, это вопрос только к ученым. Они не могут это объяснить. Плюс на вершине этой горы, конечно, множество выходит воды. То есть, это, опять же, аналогия с деревьями прошлого, которые для того, чтобы расти, происходили в них процессы, нужна вода, и они ее тянули в том числе из-под земли. Да, деревья погибли, структура окаменела, но все равно сейчас в этих горах находятся гигантские водопады. То есть, причем это были, скорее всего, гигантские священные рощи прошлого. Высота этих деревьев вообще труднооценима, потому что по их размерам и высотам они могли достигать высоту примерно, там высоты около 800 метров. То есть, если на 100 умножить, получается, подобное дерево могло быть около 80-90 километров. Вот они, эти священные деревья, и даже для сегодняшних жителей Южной Америки, они остаются священными. Плюс рядом с вершиной, с горами этой Рарайма, также находился легендарный город Эльдорадо, который мне удалось найти. Все ссылки, материалы тоже будут в описании. То есть, и центры цивилизации прошлого тоже с этими местами совпадают. Вот к югу находится, например, от Рараймы там еще одна гора Кукенак. На ней высота водопада 610 метров. О чем я и говорил, что вода выходит из-под земли и как бы падает. То есть, дерево умерло, а все равно ток воды не прекращается. Самый же знаменитый и самый высокий водопад в мире, опять же, выходит с этой столовой горы. Называется он Анхель. Высота 807 метров. Ну, то есть, я же говорю, если это остаток пня гигантского дерева, умножаем на 100, то есть, это примерно 80 километров. Конечно, вот он прообраз мирового древа, который пронизывает все и землю, и небеса. Так что в том регионе их множество, этих столовых гор. Некоторые из них переводятся как чертова гора. Ну, вполне вероятно, что там приземляется как раз НЛО просто для того, чтобы провести какое-то техобслуживание. То же самое можно найти в Казахстане. Тургайская столовая страна, целая страна, размеры 600 километров на 300. Средние высоты где-то 310 метров. Максимальная 310, а средняя от 200 до 300. Там есть же посередине располагается Тургайская ложбина. Но самое интересное, что эта поверхность сложена морскими и континентальными глинами и песчаниками. О чем это говорит? Это говорит о том, что, может, конечно, здесь участвовали и воды потопа, а может, как раз это сбрасывали как раз переработанные деревья, которые в итоге формировали и сбрасывали и образовывались гигантские водоемы, потому что там же не так уж далеко это Каспийское море, остатки его, по крайней мере. То есть, приводились выработки гигантских размеров, гигантских деревьев, образовывались даже искусственные водоемы, и, может быть, это как раз остатки этих гигантских деревьев, или хотя бы горные выработки. Кстати, вдоль этой ложбины тянутся многочисленные цепи соленых озер с большим Куш-Мурун. То есть, что явно указывает на то, что потоп был и затронул эти области. Кстати, там повышенная соленость наблюдается. Ну и, например, посмотрите на Уруб Курилы. Что это вам напоминает? Она вам напоминает все-таки живое существо, которое погибло и остался пень от него? Или действительно какой-то выход лавы? Решать, конечно, вам. Таких красот на Курилах хватает. Вот столбчатый мыс, опять же, полностью живая природа. То есть, создано было живым существом, живое существо погибло, окаменело. Вот теперь мы видим этот столбчатый мыс на Курилах. Подобные красоты, которые не нужно ехать за границу, они есть и в России. Просто о них нужно знать.
И нужно находить, отмечать, делать, по крайней мере, узнавать то, что мы имеем, хотя бы что осталось, для того, чтобы понять, что было или что будет. Тоже дорога гигантов, Северная Ирландия. Опять же, видно, что это совершенная структура живой воды, H2O, 2 раза повторенная, то есть это сота, то есть это создано живым существом. Такие красоты по всему миру надо знать, для того, чтобы их и сохранять, и изучать. Обратите внимание, какая красота, да, это когда-то было живое древо гигантских размеров, от которого остались только подобные штуки. На Нанмадоле тоже такое есть. Ну и в Африке таких гор множество. Тоже вполне вероятно, что это разные типы деревьев. Они имеют точно такие же плоские вершины, которые, скорее всего, получилось тем, что срезали эти деревья, забрали полезные ископаемые. Ну, а все остальное оставили нам в виде глины, песка или других каких-то пустых, скажем так, пород, ненужных, малоценных. Перед вами Кейптаун, знаменитая столовая гора, 3-километровое плато имеет. То есть размер этого дерева, если оно было когда-то, конечно, деревом, был гигантский. Так что высота, опять же, 1086 метров считается. То есть, если умножим на ту же сотню, то получается высота больше 100 километров. То есть, вот этот образ гигантского мирового древа. Вершина, которая где-то в облаках, ну а корни действительно в самом основании Земли. То же самое есть и в Австралии. То есть, гора Маунт-Коннер, как отпечаток гигантского копыта или остаток былой роскоши какого-то гигантского дерева. Аборигены называли гору Артила и полагали, что на ее плоской вершине живет снеговик, который создает холодную воду. Ну, опять же, мы видим, что живое существо погибло, а та вода, которая его снабжала, ну, какие-то ручейки остались и, скорее всего, и падают с ее вершин, которые аборигены воспринимают как холодную воду. Вулкан Брауф, север Антарктики, говорит о том, что когда-то здесь была бурная биологическая жизнь, о чем и наука говорит. Пик Асгард, канадская Арктика. Вот эти две башни, которые похожи на гигантские сросшиеся пни. Ну, почему нет? Обратите внимание, размер просто разный. Да, мы привыкли сейчас к более мелким размерам. Вот слева те пни, которые в нашем лесу. Вот то, что пик Асгарда. Еще подобные, как говорится, длинные столовые горы, которые в будущем, может, еще более низкорослая цивилизация, чем мы, будет воспринимать как гигантскую гору. Мало ли что. Ну, так что такие красоты есть по всему миру. Вот исландская столовая гора. Она такие возвышения называются туями. Ну, то есть, как, чуть ли не как современные деревья. То есть, представьте, какая-то была мощь биологической жизни, какие-то были красоты, какие-то чудеса для нашего времени, какие птицы и животные здесь жили. Ну, а сейчас мы видим только остатки былой роскоши. Но все в наших руках. Дело в том, что то, что разрушено, человек может и возродить. Почему? Мы в потенциале боги. Мы что захотим, то и сделаем. Одно дело разрушать, а другое дело созидать. Поэтому я предлагаю сделать выводы. Все ссылки будут на материалы в описании. Если у вас будут тоже интересные материалы по этому поводу, пишите, бросайте их в комментарии. Но вывод простой. По всему миру имеются остатки гигантских деревьев, которые в современном мире называются столовыми. Но стволовыми их называю я. То есть, это остатки стволов, то есть гигантские пни. Именно подобные деревья в прошлом обеспечили богатство биосферы, а после их окаменения становились центрами добычи полезных, драгоценных и полудрагоценных камней, вполне возможно и металла. Так что все ссылки, которые были использованы при создании статьи, будут в описании под видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон.
Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи, и один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.